Всем привет! Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил продать китайским компаниям часть заводов, ушедших из России автопроизводителей. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить лайк. За это в конце с меня анекдот. Сегодня зашел на сайт автоспот.ру и заметил, что предложений на новые авто стало гораздо больше, а скидки за наличные уже не редкость. Но тут все понятно, машины, ввезенные в прошлом году, дилерам нужно продать и привезти этого года. Валюта вновь скачет, и сделать это надо максимально быстро. Ссылку на новые авто с достойными скидками как за наличные, так и за кредит и трейд-ин я оставил в описании. Пользуйтесь. Также на Автоспот вы найдете лучшие предложения на ТО вашего автомобиля. Большинство иностранных марок уже официально покинули нашу страну. Из того разнообразия марок, что было в нашей стране, пока остаются корейцы Volkswagen Group, Stellantis и Mitsubishi. Но и эти марки уже давно остановили свое производство. Сейчас на нашем рынке продаются автомобили Lada, УАЗ и множество китайских марок, которые только начинают экспансию нашего рынка. Но что же будет с заводами тех марок, которые официально покинули нашу страну, но заводы так и не продали? Депутаты Госдумы думали и придумали решение этого вопроса. Вице-спикер Госдумы от фракции ЛДПР Борис Чернышов предложил продать часть простаивающих российских предприятий китайским компаниям, а на тех заводах, которые останутся после распродажи, основать свое предприятие и начать выпускать свои автомобили. Чернышов уверен, что такое решение позволит поддержать российскую отрасль, а также удовлетворить требования потребителей. Также вице-спикерам было предложено ввести программу льготного кредитования на все автомобили, которые собираются на территории нашей страны, что даст еще больший толчок китайским маркам для захода на наш рынок. Благодаря этому в бюджет начнут поступать налоги, будут созданы новые рабочие места, которых лишились рабочие. Помимо этого, необходимо освободить покупателей этих автомобилей от уплаты транспортного налога на 2 года. Благодаря таким мерам люди будут отдавать предпочтение новым автомобилям, собранным на территории нашей страны, а не кормить перекупщиков, которые пригоняют автомобили из других стран. Если посмотреть на наш рынок сегодня, то мы и идем к этому маленькими шагами. Своей автомобильной отрасли у нас, к великому сожалению, нет, АвтоВАЗ и УАЗ вообще не в счет, мы ничего не можем производить сами, так как нет оборудования, технологий, да и продавать все это будет некому. В нынешних реалиях сотрудничать мы можем только с дружественными странами – Китай, Индия, Иран и так далее. По этим причинам у нас в стране и начинают выпускать китайские автомобили под нашими марками. Пример тому Москвич, Эволют, а также в обозримом будущем и АвтоВАЗ присоединится к ним. Конечно, нет ничего хорошего, что на нашем рынке сплошь и рядом одни китайские автомобили. Но лучше так, чем заводы бы простаивали, а тысячи людей сидели бы без работы. Другой вопрос, а кто будет покупать все это китайское многообразие? Ведь многие люди в нашей стране все так же скептически относятся к китайским автомобилям. Но через пару лет, если поставки привычных нам марок не возобновятся, то будет выбор только между китайскими марками и российскими, которые выпускают китайцев. Похоже, что китайская экспансия нашего автомобильного рынка все ближе и ближе. А как думаете вы, продадут ли китайцам автозаводы? Пишите в комментариях. Ну и обещанная мною шутка юмора. Слыхал, что на АвтоВАЗе планируют начать производство самолетов. Насчет самолетов не уверен, а вот вертолеты для губернаторов им, пожалуй, поручить можно.